Друзья, всем привет с Карпатских гор! Во-первых, я поздравляю вас со всеми прошедшими праздниками, а во-вторых, с первым DPC-турниром в этом году. Всего каких-то 12 часов, и вот мы здесь, в Буковеле. В этом видео вы увидите турнир нашими глазами, ну и, конечно же, всех, кого вы так любите. Поехали! Как тебе в Буковеле? Я не люблю Буковель как горнолыжный курорт, потому что здесь дорого. У нас в Украине 1,5 горнолыжных курорта, и поэтому за счет этого ребята ставят тут просто бешеные цены. Здесь, блин, больше 140 гривен, да вы издеваетесь, что ли? Но это дешевле, чем смотреть Инт в Шанхае. Это дешевле, чем смотреть Инт в Шанхае. Но, блин, здесь классная атмосфера. Здесь подышать свежим воздухом, покушать местной еды даже дорогой, это реально круто. И я рад, что Виплей все-таки решили сюда привезти дотеров, чтобы они посмотрели, что как бы Украина это не только Киев, а что у нас есть вот такие прекрасные, действительно сказочные места. Я знаю, там вот в видосе у вас будут подсъемки с дрона и так далее. Это, ну, тут невероятно красиво. Если у вас будет возможность, даже если вы не катаетесь, просто приехать сюда летом, зимой, приезжайте, просто поживите здесь 2-3 дня, покайфуйте, погуляйте лесом, подышите свежим воздухом, выпейте местного глинтвейна. Это прям действительно прикольно. Да, у нас идеальная поездка получилась. Мы с друзьями, значит, смотрим доту, у Виталия жена катается, да, вот а вечером мы идем и гуляем и тут по Буковеле. Кушаем грибы и сало, и запиваем это все узваром. И катаемся на карете, ребята. Карете. Самое главное, каретное интервью. Это первое интервью в моей жизни, которое я в карете записывал. Спасибо, Виплей. Спасибо. Гамботы вперед! Артемка такие матчи выигрывает. 100 из 100. У нас есть план, и мы будем его придерживаться. Всем привет. Фанаты, мы вас любим. Я тоже. Что еще сказать? Болейте за нас, мы постараемся выиграть минор. Хитеров многовато, но ну что поделать. Ну, немножко я себя плохо в матчмейкинге веду, ну, ребята, ну извините. Ты сам как оцениваешь прогресс свой как игрока и как вот команды Гамбит в этом сезоне? Ну, как игрока я так потихонечку расту с того момента, как меня взяли в Гамбит. Только вроде все хорошо идет, а как команда, ну, мы из того, что начинало и то, что сейчас есть, ну, мы очень сильно выросли как команда. Ну и как игроки в целостности. Как ты думаешь, почему? Вот мне, например, ФНГшка говорил, что тут Янчик очень помогает, там, бывший аналитик ВП. А на твой взгляд, что больше всего форсит вас как игроков и команду? Не знаю даже, ну, играть, ну, вот мы играли мажор, там все было очень грустно, а после мажора получается, после мажора мы ехали на Сингапур. На Сингапуре мы играли, и вот там, ну, вот мы проигрывали командам тир-1, ну, грубо говоря, тир-1. И как бы проигрывали и многому чему учились. Но вот сейчас мы научились, и ну, сейчас все идет хорошо. Слушай, когда ты играл вот в Сингапуре с тир-1 командами, у тебя не было такого вот ощущения внутри, что типа, ну это идолы доты, да, там ты за ними наблюдал столько времени, может быть, кто-то из них был твоим кумиром, а сейчас ты с ними играешь там в матче друг против друга, и вот, может быть, какой-то был мандраж, не знаю. Да не, особо не было. Просто сидишь, играешь в доту, герои одинаковые, ну, просто по кайфу. У нас есть план, и мы будем его придерживаться. Ну и менеджер лучший у нас. Еду готовит очень вкусно. Он готовит вам? Да. Да, же готовит? Ну, готовит ужин в основном и завтраки. Так, что ты предпочитаешь из завтраков и ужинов от менеджера? Ну, завтраки, бутерброды с икрой.
А, ну хороший человек, да. Ну, а на ужине там, ну, там очень разно, там с салатиками, там лапшичка, там. Тебе надо ломать банан, кусочек, и потом ложить его в рот. Ну, не кусать его, да. Что тебе последнее, самое приятное говорили люди, которые за вас болеют? За вас болеет все больше и больше людей, ты же понимаешь. Мало приятно говорить, если честно. Это большая проблема вообще всех нас, но хорошее же что-то тоже есть. Не, ну хорошее это говорят, но особенно приятного чего-то я не могу вспомнить. Ну, топят приятно, конечно, в основном-то. А вот что-то выделить несложно. Ребята, больше приятного, пожалуйста, в комментариях под этим выпуском всем ребятам из Гамбит. Независимые, нет предвзятые организаторы турнира. Все вы читаете ее текст. Это Яна Медведева. Человек, который пишет лучше и больше всех на свете. Ты начала очень прикольную тему на Спортсе «Открытое письмо». Да. Кто уже был? Там был Резоль, был... Нонграта был. Мы сделали с Flow очень крутое. Да, с Flow было очень крутое. Открытое письмо. Ребят, если вы не читали этот формат, обязательно почитайте «Открытое письмо». Это очень крутая рубрика, как, в принципе, все, что делает Яна. И если вы до сих пор не подписаны на ее телеграм-канал «Тян не могут в доту», то тоже сделайте это обязательно, окей? С кем бы ты хотела сделать такую рубрику? Вот из вот абсолютного топа. Но я сейчас никого не удивлю из тех, кто там знает меня и следит за мной, из PPD, наверное. Я гоняюсь за ним уже 2 дня тут, кстати. So, Peter, I understand that your results now here in Bukovel are not so good, but what are your plans for this year and your mood? Well, it's hard to exactly go into like full details for our plans for like upcoming year or the upcoming like cycle and season. We've kind of been like going back and forth from NA and EU kind of, I don't know, we're just trying to find like the right team or like the right setup for us to find success. Obviously, like what we've been doing hasn't been super successful. Being like a split team, you know, North America and Europe, it's kind of hard to practice regularly. So I think we're going to try to, either have Sahil move to, or have Universe move to Europe and like Universe and Gunnar come to Europe so we can play regularly against like European opponents before the next qualifiers, or maybe the European guys will come to North America so we can practice and play there. But just doing like a boot camp like 1 week before a qualifier or 1 week before a tournament and then showing up, it just hasn't, it just hasn't been like the best practice for us. And I had done that previously with my teams in the past, but I think my teams in the past were like a little bit higher skill, or we were just further along, I guess you could say. And those teams, we just kind of needed to like get back into like the competitive state of mind rather than like working with your teammates, rather than kind of like in that pub mode. So we have like a lot of work to do, especially with like our new mid Tanner, who we're still pretty impressed with at this tournament, even though we lost our games. Tell me more, please, about your decision to get players not from European region. Tell me more. Well, after my team last year kind of like imploded, like Ace and Soxa haven't played, Fada and 33 are now on Alliance. I think that was kind of like the center of our conflicts last year, and especially at TI where we kind of had like a little bit of a meltdown, I guess you could say. I think Fada is in like a much better position as a captain because that was kind of our thing last year. It was like I was trying to lead, but he was trying to lead. So now that he's playing position 5, I'm not surprised to see him doing well, because him and the 33 are both really great players. So it was like competition between you and him, like in Virtus Pro between Solo and Ramses, yeah? Yeah, Kinda. I wouldn't say, it wasn't like, I don't know, some of the videos I've seen from the Solo and Ramses things were pretty aggressive. It didn't really get that way between me and Fada, but it was, I think it was just something that misled us. With getting like the new guys from NA, I thought that like playing in NA would increase our chances to qualify to events, which I think has happened. We've qualified to 2 minors, which if we had played in Europe with the same roster, I'm not sure that we would have. That being said, like I was talking about before, just like playing in NA just might not be the best practice for us. Like there's just not a lot of good competition. The pubs are weaker, and Europe is kind of like Europe and CIS are just kind of like kings of Dota, I guess, besides like China and Southeast Asia. But
that's too far away. I'm a Western boy, so Okay, why do you try CIS players? we have not, but maybe we will in the future. Maybe you can name 3 players from CIS more talented, Who young. Who are not on a team or on a or, team? or they can be in the team right now. Oh, I don't know. I think like all the Gambit guys are pretty good. Like GPK was kind of like the star that everybody wanted Yeah. this year, or at least in CIS from what I heard. How about Save, an epileptic kid from VP? I don't know about Epileptic Kid. He seems a little unstable. But I like Zayak from Navi. Yeah. I was like hoping maybe to play with him this year, but he seemed pretty set on going to Navi. I don't know who else. I guess Dahak doesn't have a team, right? I don't know too much about him, but I've heard from people that have been on Gambit before that he's a pretty good player, He's a good guy, you know. a good guy. Yeah. That's He great. loves I sport. need good Dota players, less than. Dahak, I'll take the Kolas. bad guys that play good Dota. Okay, so we can go back because I think you're getting cold, no? Yeah, it's pretty cold out here. Let's go because Okay. I'm Siberian. I don't feel it. Sure. How can you command the increasing attention to your tweets from Wolf? Well, I like to think that sometimes I present good opinions and Valve happens to see them. So I don't know if they like actually read them or maybe we're just on the same page. But it's like an honor to be for them to maybe be considered. I've never like been confirmed that they have been considered. I've emailed Valve many times over the past years just to kind of express my opinions on the state of things, and I've definitely had conversations with them about stuff, but I don't really have like the back then. I remember it was like last year. I was like the commissioner of Dota, right? They were like, "Oh, what PPD said is going to happen," and you know, I don't know. You remember that moment then after Epicenter, Summer Epicenter, Chinese fans started bullying me in Twitter. And Oh, you yes. was one person who gave me support in public on your Twitter. What was the context of it? I forget. Yeah, it was happened? about Vici interview and Miracle MVP. It seemed like it was bothering you, right? Because that's why you posted. So I just figured I don't know, just say something because why not? I was in a good mood, I guess you could say. It's like people love to gang up on the person, and it really sucks when somebody, you can see somebody kind of being affected by it. I was affected. Yeah, and it's I don't know, it's like that gang mentality where people say negative things, and when people like their negative comments, they feel good about themselves, which is just, it's horrible that that's the way things are nowadays, but it kind of is sometimes. And I don't know, I just thought that I could just lend support, I guess you could say, and not that, I mean, why not? I don't know, why not say something nice amongst the sea of negative comments? But it was a big deal for me because not everybody, but some people in our community told me before that PPD, bad guy, he's mad Yeah. person. So that's why for me it was a surprise. How do you think, can we fight against this bullying, this trash talks? I think like the internet just has like way too many anonymous people. It's like given voice to people. It allows people to remain anonymous while expressing opinions. And unfortunately, like we as public personalities, sometimes like we care about what this random person with a fake name and an anime avatar has to say, Yeah. which is ridiculous if we think about it. But But you think about it. yeah, you can't help but read it, right? You can't help but see it, and you kind of think like a lot of times when you see negative comments, there is a little ounce of truth, right? And that hits you sometimes. Yeah. I'd like to say like on the internet, especially in like comment sections or Reddit threads, like imagine the worst possible thing that somebody could say to you, it's probably in there. So if you're not ready to handle that, don't look. Yeah, absolutely true. Thank you for this You're welcome. conversation. Yeah, let's go. Warm place. Warm place. I think you're not Siberian, dude. I went snowboarding today. So And how I'm it going was? tomorrow. It was super nice. It was really warm. All the rental stuff was pretty nice. Yep. And I went with our videographer Jackson. All my teammates were lame. They ditched. But I think Biver is going to come out with us tomorrow, hopefully, and we'll have a great time. I think our video guy had a camera set up and stuff. So we're going to have a B-roll of us losing the minor and then Peter snowboarding. So it should be. Stay tuned.
But it's very easy to go to this way, Exactly. All of our stuff's in like right from your hotel. you can rent everything from the Here. hotel. This is a paid promotion for the Radisson that we're staying at. It's, you can rent at the hotel. You have the locker rooms downstairs, and you can ride to the lift. So Did you meet your fans here? meet fans? No. Oh, I have goggles and a helmet, Of so course, I'm yeah. anonymous. But we're doing an autograph signing tomorrow, and then I met some people when we were at the event. I like it. It's like a cool, like a little. I think minors should be more like this, Yeah, where it's like like chilly. smaller. You know, I hate playing in the empty arena. It just feels weird. Yeah. But like small stage, a couple people. You know, you can like walk in front of the fans and not like worry about like getting swarmed or whatever it might home be. atmosphere, yeah? Yeah, exactly. It's pretty chill. Okay. So let's go to the warm place. And one more time, thank you, Peter Duggar. Thanks for watching. А сейчас минутка благодарности. Во-первых, мы говорим большое спасибо Vplay за то, что они наконец-то позволили нам ощутить новогоднее настроение, от души поснимать. А в ваши браузеры этот контент попал благодаря поддержке GGBet. Это наши новые друзья, бренд, который непосредственно способствует развитию киберспорта. В 2019 году вы могли видеть их среди спонсоров Тир-1 турниров, но не только. Также там были и Тир-2, и Тир-3 туричи. В общем, они активно помогают молодым игрокам и развитию сцены для них. Кстати, в начале февраля в Лондоне стартует турнир ПКС Ice Challenge 2020, который тоже устраивают эти ребят. Прямо сейчас вы можете зарегистрироваться на сайте и получить бонус 100% к своему депозиту с моим персональным кодом. Ссылка будет в первом закрепленном комментарии. Мне кажется, мы создали самый лучший контент в интернете только что. Назову его Виталик. Никогда не приезжайте на турниры работать на курорт. Это нереально делать, особенно в горы. Потому что здесь хочется постоянно спать, есть и работать вообще в последнюю очередь хочется. Особенно после Нового года. А кататься? Хочется всего, кроме того, что работать. Тем не менее, я знаю, что у вас какой-то запрет, да, на то, чтобы кататься в перерывах. Почему? Да. Ну, есть запрет, чтобы не травмировались, что как бы ребята за нас ответственность несут, и если ты хоть и можешь нормально кататься, но все равно ты никогда не застрахован от людей, которые не умеют это делать и могут в тебя влететь. Гулять здесь хочется, на улице проводить время. Но зато, кстати, все устроено таким образом, что и таланты, и игроки, и вообще все, кто приехал на турнир, неизбежно сталкиваются с улицей, свежим воздухом, лесом и хотя бы дышат. Это да. Я не говорю, что я не хочу работать. Это просто... Посмотри вот это просто вот вокруг. Вот тебе хочется работать? А что насчет этой вчерашней серии, которая закончилась в 5 утра? Ну, это, я думаю, спортивный директор Vplay, он должен как бы переработать эту систему, потому что, ну, во-первых, 5 best of 3, вот первый день просто фартануло, то, что мы закончили там в районе, по-моему, 12, что ли, что-то за час, по-моему, ночи. Вот, во второй день уже было там много хуже, они в 3 закончили, вот, и вчера тоже, по-моему, в 4 или в 5, когда там игра закончилась, примерно, да. Я уже тоже спал, уже не помню, ну, так нельзя делать ни в коем случае. Нельзя, ты должен плюс-минус рассчитывать, там, 3 часа на матч, и последний матч не должен стартовать в 23:50, в 12. Это нереально, у тебя все команды будут 100% жаловаться, менеджеры будут орать, ругаться и так далее. Мне мама пишет сообщение, вот, я тоже сниму, что ты делаешь. Что мы собрались делать? Ну, мы сейчас будем кататься на зиплайне. Интервью берешь, я у тебя. Скажи моей маме. Погнали! Парни! Катишься, значится, по какой-то штуке железной. Оно такое а ты такой... хоть и черные, но они желтые. Короче, был крутяк. Да не, круто на самом деле было. Да. 1130 метров за 1,5 минуты где-то. Зимой, конечно, не по кайфу, потому что... Холодноватенько. Да. Все мы без перчаток, как долбоёб. Слезы, короче, слезы летят налево и направо. Вот Жеке еще повезло, но очковая кобра, как бы. Короче, сейчас мы поедем кататься на тюбинге. Опять же, с Димкой и Сережкой. Я вообще весь турнир бы так провел, знаешь, типа студия аналитики на тюбингах. Серега! Просто торчан вообще. Пока, парни. Парни. Да, мы пьем за СНГ-сцену.
Только что гамбиты улетели в лузера, но мы не теряем надежды, правильно? Конечно. Ты как человек, который на этом турнире уже и поиграл, и уже теперь и зритель, на кого ставку делаешь? Кто красавчик? Красавчики RNG выиграют турнир без шансов вообще. Все игры по 20 минут будут. Такое ощущение, что вам всем раздали сценарий. Почему? Все так говорят? Да. Нет, мы просто играли против RNG, играли против других команд. До этого мы тренились, играли против Нигмы, против Энви. Ну, они все были обыграны. А RNG просто от нас вытерли ноги. Меня, если честно, так никогда не уничтожали. Ну, на ланах точно. Знаешь, об нас они на Инте тоже ноги вытерли. Да? Это они были? А, да, точно. 先提前祝福大家春节快乐吧，可以继续多支持 RNG，谢谢大家。新年快乐! Смотри, мы последний раз, когда с тобой виделись в Киеве, в Украине, опять же, ты был на миноре. Да, занял 7-8 место. Это не важно. Не улучшаюсь. Да, сейчас ты, опять же, на миноре, опять же, в Украине, да. Но с тех пор много чего поменялось. Коротко, что именно? Слушай, во-первых, в Киеве нас так вкусно не кормили. Я не знаю, почему. Я в Киеве очень хотел спать вкусного борща, а борщ был всегда, такой себе. Хотел спать настоящих драников, где не было, в конце концов, настоящего сала. Не знаю, там почему-то этим всем делом не кормили, а здесь, я не знаю, я теперь фанат украинской кухни. Я тоже, да, здесь я вкуснее, чем здесь, но в этом году я точно не ел. Вот, это первое, что поменялось. Второе. Ну а что еще? Помимо твоего питания? Не, поменялась команда, я как бы слез с иглы Минстрайк. Если. Надеюсь, это не звучит грубо. Нормально. Ну, да. Вот. Меня кикнули, я что-то переосмыслил. Вот. Я снова месил, но в новом году готов вырываться. Ты приручил дракона? Ну да. Ну пока нет, но возможно. Мы 3 недели все эти тренировались и сыгрывались. Все было круто. Как тебе твои новые тиммейтики? Честно, я в восторге. Как глоток свежего воздуха. Мне очень комфортно играть в этой команде и развиваться дальше с ними. Я очень доволен и вообще благодарен, что меня позвали. А другие предложения были? Были. Были еще до того, как мы начали играть с Даней в команде. Вот. Но там не срослось, это, скажу по секрету, это были OG Seed. Вот. Оцените вот разницу аутфита по погоде и по Тебе не холодно? Я только сегодня... Он очень модный. Сегодня плюсовая температура была просто. Лед таял. Куртка осталась. Ну да. Меня звали в OG Seed, то есть я написал в Твиттере No Tail, я был вообще в шоке. Я сказал, что я согласился, но в итоге не срослось. К сожалению, они взяли к себе. Ну, они взяли Чеси, а Чеси позвал своего друга к себе. Как ты сам считаешь, в какой форме находится команда? Я все понимаю, результаты, но тем не менее, там игра вот совсем недавно опять обновилась, там был какой-то небольшой патч. То есть все это влияет, тем не менее, в какой форме вы сейчас находитесь? Ну, в такой форме, что через полгода мы будем выигрывать International. Понимаю. Да. Ну, то есть, есть над чем работать, все хотят развиваться, очень круто все. Но в целом, не знаю, неплохая форма. Я считаю, что мы играли достаточно неплохо. Мне что-то не хватило. Мы идем греться, а следующие матчи команды Team Spirit вы увидите в 2020 году, в этом. То есть в этом году, через месяц. Я думаю, ты его раскатаешь. А что вот это означает? Где ты? Покажи, куда ты нажал. Я сам не знаю, я просто поставлю. Ты что там жесткий? А как он такой урон делает? Это ваши тиммейты, ребят. So, here are my friends, Kyle and the Richard. He is a very nice dude. So the main question for Richard. First tournament was in Chongqing Major, and that was your first time you've been to a Dota 2 discipline, and what did you feel about this tournament at all? So, going toward, when I first got the invite to the tournament, it was kind of a weird time for me. I was kind of thinking about not casting much anymore because I was going through kind of a rocky relationship with another publisher, so that was the reason I was able to do it in the first place. Excuse me, sorry. Blizzard fired his dumbass, so he took the first job he could get, okay? And that just so happened to be a Dota event, so now we're stuck with his dumbass. Red Devil! That's not exactly how it happened. That's not exactly how it happened. Oh, please enlighten us. Blizzard let me go. And then when Vlad hit me up, he basically said, okay, I have a Dota show, and he had mentioned me maybe doing Dota in the past, like a little bit before, but I couldn't really do it, and
he said something along the lines of like, "Are you ready for everybody to make fun of you, say you are a shit, etc." was the exact line that he messaged me on Skype. And I was like, yeah, I didn't expect much as far as people actually liking me, and I assumed I would never do another Dota event again. But I was excited to even do one because I mean I've always watched Dota. I think probably like TI4 maybe was the first TI I watched, maybe TI3, I'm not 100% sure. All right, next question, we don't need a life story. After the Chongqing major, you got a lot of feedback on the Reddit. Yeah. When you read it, what did you feel? I jerked off to it. Yeah. Because a lot of positive feedback. I had a huge, what it was like? Huge boner. No, we saw him to confirm nothing, no lies here. He actually was jerking off. I stood in front of the mirror and I just We would jerked go to off. break and he'd say, guys, please leave. That's not what I even sound like at all. No, I was overwhelmed though. I was super thankful for the community. I've done a lot of games, and to have a community welcome you that much early on doesn't happen very often. And I always kind of feel like a level of I don't ever want to do anything that like lets Dota down. Like Dota, after that, and after TI too, and after like continued just positive feedback, I was just like Dota has priority, and in a lot of ways I've already kind of Next question, guys. Don't kiss him. Sorry, I can't control myself sometimes. Valve just asked you to be a host on a TI9. Yeah. What it was like? I mean, I remember I called you pretty much right away when I got invited. I mean, just like the way that this is like very behind the scenes thing. When I got invited, everybody who, you know, I had worked maybe 1 or 2 shows with, like I didn't know everyone in theory that well, but already they were like my closest friends. The other talent were all reaching out, like congratulating me. Even before it happened, like people were just like, dude, you're gonna get it. And having that support, I don't think many people realize that exists behind the camera. I'll be honest, it really doesn't in other games, but in Dota, I instantly felt like I had a family, and it was a pretty crazy thing. And then to actually do the show, keep going, please. To actually do the show is no. Stay calm. The only thing bigger than Rich's ego is his heart. Fuck you, man. I'm being serious. I don't think there are any really big egos in Dota. Like, well, certainly not yours. On camera. Actually, you know what I mean. I can think of a few. But like not. Some really. people's egos grow over time. Some just maintain that same level of ego. But yeah, there's always a little bit of ego involved in the job, right? But I will say though, working the show is just insane. One of the first things that I got to do was work with Tsunami as well. And I made the first, I knew I wanted to make a too good joke, and it landed really well, and Valve laughed at it, and I was like, oh shit, this is awesome. Valve's awesome to work with, and yeah, the rest of the show was just like, it was perfect. I still can't believe that I even got to do it. You should watch this video because it's got a bunch of sexy people in it, and it's gonna get you very aroused. That's bullshit. You're gonna watch this video because Rich is about to dance and take his coat off right now. Let's go. Cool. Dance, bitch. What do we have? That's so weak. Oh, that's better. London Beach, every time I London, going down like London, going down like hot. Every time you come around my London, going down like London, going down like. На Буковель Минор приехали не только игроки, кастеры, таланты, но и стримеры. Диана Рейс. Я не знаю, что здесь я делаю, но я думаю, что я тут активничаю в Инстаграме. В Буковеле, в горах. То есть для меня, в принципе, вот все, что происходит, и то, как реплей занимается организационкой турниров, это очень все эстетически красиво и странно, потому что я не знаю, у кого еще такой подход есть. Я прибухнула, да, было холодно. Мы когда поднялись с Артуром наверх, на гору, потом мы такие думаем, блин, ну, может, егеря? Прибухнула, да? Вообще Дианка молодец, активно штурмует киберспортивные, значит, поля,
потихонечку. В общем, ставьте лайк. Какая замечательная команда приехала. Привет! Привет, привет. Как дела? Хорошо? Уверен? Победа? Я не понимаю. You will win. Hopefully. I hope so, Hopefully? yes. Push. Do we get to sing? Denneboom, oh Denneboom, wat zijn je takken wonderschoon. Ik zag je laatst bos toch staan, toen zaten ze erg ik ergens aan. Oh Denneboom, wat zijn je takken wonderschoon. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree. So is so bright, the star's so bright. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree. Cinderin, show your bells. Show your bells. Так? И туда, дрынь. Да. Можно дунуть? Можно дунуть? Я думаю, а вы нет. Ну ладно, дуньте. Ну, это реально турнир с душой. Это даже не нужно, знаешь, заморачиваться, когда едешь, одевать пиджак, не одевать пиджак. Просто вот тебя нарядят, расскажут, что делать. Тут есть своя история, свои люди. Ты чего пришел? А ну пошел отсюда. А ты тоже хочешь поумничать? Вечерняя аналитика с Марко, Данечек. А Марко, ты что-то давал интервью? Нет? Не давал. А давай ты у него возьмешь для канала? Не, ребят, давай. Ну, доколе это будет продолжаться. Доколе. Отвечай. Доколе, хорошо, ладно. Второй, серьезный вопрос, который интересует реально многих, это когда наконец-то будет объявлено об организации, о новом составе. Спросил? Примерно. Давай. Молодец. Давай так. В каком тысячелетии? Ну, я пошел. Ну, примерно. В этом году? Не знаю. То есть, возможно, не в этом году. Ничего не скажу. Ты не катался в Буковеле еще? Нет, Ему нам не запрещают. нравится здесь. Нам запрещают. А расскажи, Тебе здесь не нравится? Вышел, ушел. Подожди, ты знаешь, сколько тут Лешу мучили? Нам нельзя кататься, потому что мы таланты. Стойте. Давайте я типа из кадра такой прыг, пропал, остается один фоба, еще можно его пару вопросиков. 7 тёмка-бомки, и такой раз, типа следующий кадр, я пропал. Где же Даня? Мы с Сереженькой достойные дети своих мам, поэтому мы ищем им буковельские сувениры. Воно проварене, в спеціях замучене. Давайте. Итак, сало и настоечки отправляются к Сереженьке. Привет. Привет еще раз, Даня. В процесс покупок подарков маме врывается Дэнди. Ты как местный и относительный человек, что бы посоветовал приобрести матушке моей в подарок? Буковельское. Что-нибудь изделие какое-нибудь из дерева? Нет? Надо что-то, то, что можно съесть или попить. То, что можно съесть, грибов каких-нибудь. А попить? Мама, человек в возрасте, грибы ей могут не подойти. Ассортимент данного магазина внушает большие надежды. Мама будет довольна. Давайте, опытный сомелье делает свой выбор. Абсент. Это мама моя, помни, да? Ай, мимо. Хвойную. Хорошо, выбор сделан. Грибы здесь офигенные. Вот ты, наверное, кушаешь, ты ж кайфуешь по-любому от какой-то еды. Грибная юшка здесь есть. Ну вот, например. Ну ладно, ты там по борщам, походу. Да. Ну, Вообще всё, мы атмосфера на турнире замечательная, и мы дошли до арены. И мы врываемся с легендой. Мы очень надеемся, что это будет 3-2 по 80 минут. Это, кстати, организатор турнира, если что, ребят. Пошли предметы, которых никто не знает. Но мы гуглим. Не, большинство мы знаем на самом деле, потому что мы же типа ответственные комментаторы.
но все равно есть там такой набор, что... Блядь! Еще даже 12 нету. Еще даже 3-й карты нету. Короче, мне мама рассказывала, что если не заходить на хайграунд, а не бить трон, то трон не упадет. Там на подстреле недалеко есть команда. Летит у нас Бэтрайдер. Здесь попрошу Хаслэм. Неплохой есть. Хаслэм! Минус 2. Давай еще, ну домашнего, ну! Как же неприятно здесь ПЛу. Отъедается. Сражается до конца, даст он некропот. Виха получает ДПС. Виха умирает на 2 минуты, но выкупается моментально. Поймающий Миркла. Миркл страдает в этом замесе, но есть лицо на посты. Врывается дальше Джаш, получает хекс. Ну и похоже, что это конец, да. Ура! Ребята! 1-1, ура! You remember what I said? No. It will be yours. Oh, you said that? Yeah. I wasn't really focused. You were so crazy focused, yes? Yes, exactly. So now we're gonna meet in Leipzig. Major, are you happy? I'm really happy because it's my friend's hometown. Not hometown, it's country stuff. So, what do you feel right now? Happy? I'm tired, yeah? No, I'm good. I can go on for another 10 hours. Привет, ребята! Hello, Russian fans. Hello, Ukrainian fans. Hello, every fans. We love you. Thank you for your support. We love you. Congratulations. Congratulations, bratан. Спасибо, братан. For Mrs. Marple viewers. For no one. For no one. I'm kidding. This one. Друзья, как вы уже видели, я только что подписала вам памятную футболочку с буковельского минора. Здесь все автографы чемпионов этого турнира. Если вы хотите ее заполучить, у меня есть для вас задание. Вы все знаете, как я люблю поздравлять Миракла с тем, что он становится MVP. Так вот, если вы думаете, что могли бы поздравить его с этим, лучше напишите в комментариях свой вариант. Рандомным образом мы выберем победителя и отправим ему эту футболочку. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока!